Приветствуем вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Недавно совсем мы записывали с вами видео о том, что страны ОПЕК плюс решили не увеличивать добычу нефти, но сейчас все стремительно меняется в мире, и страны ОПЕК решили не менять принятое ранее решение об увеличении производства. Вот в связи с чем страны ОПЕК плюс приняли такое решение, Борис Леонидович, и как это отразится, ну, если говорить в узком смысле, на нас, на России? Давайте от общего к частному. Что это означает для мирового рынка нефти и чего, собственно говоря, исходя из этого, ждать России? Цены пошли вниз. Не сильно, но $2 с барреля ушло. Напоминаю, это не цены черной жижи, а цены неких фьючерсов, то есть те цены, которые сложатся в апреле месяце. Решение может быть неожиданное, но неожиданно это сам факт того, что это неожиданно, это значит, что информационную войну ОПЕК плюс проигрывает. Каждое решение ОПЕК плюс всегда сопровождается шквалом информации от Всемирного информационного агентства ОБС, один Блумберг сказал, и какое бы решение ни принималось, его всегда критикуют. Критикуют ожесточенно, начиная с главных залпов, потом подхватывают все мыслимые и немыслимые эксперты, комментаторы. И, как ни странно, это доходит, к сожалению, до нашей прессы, но надо с этим что-то делать. Это на самом деле борьба двух аналитических центров, так скажем, Международное энергетическое агентство, 28 стран, потребители и примкнувшая к ним Норвегия. Лидером считается США, несмотря на то, что США потребляет больше всех, производит больше всех нефти в мире, 13,2 миллиона баррелей в сутки на день сегодняшний. Тем не менее, спрос внутри Соединенных Штатов 20 миллионов баррелей, то есть чистые экспортеры в Соединенные Штаты пока выйти не могут. МЭА подает информацию с одной ровно целью, чтобы снизить цены. Это сообщество потребителей, понятно, что им выгодно. ОПЕК плюс, или если точнее, сам ОПЕК, достаточно долгое время наблюдая за этой аналитической деятельностью, 2 года назад сообщил, что больше не будет принимать во внимание в силу того, что оценка даются непрофессионально, а политизированно. ОПЕК плюс, судя по тем комментариям, которые под этим решением были, считает, что в этом году спрос на нефть вырастет еще на 1,6 миллиона баррелей в сутки, составит 106 миллионов баррелей. А это действительно дает возможность вот этому блоку, странам-участницам соглашения ОПЕК+, поднять объем производства на 2,2 миллиона баррелей. При этом ОПЕК не борется за то, чтобы стоимость нефти ушла куда-нибудь за $100, чтобы заработать мгновенно много-много денег. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что слишком высокие цены отпугнут потребителей, просто упадет спрос не потому, что нефть никому не нужна, а потому что цена высокая. То есть стремление ОПЕК+, о чем неоднократно и они говорили, и наш Александр Валентинович Новак, вице-премьер, отвечающий за развитие топливно-энергетического комплекса, держать цены на том уровне, который позволяет удовлетворить всех. С учетом зеленой истерии достаточно сложно стало компаниям, добывающим нефть, получать кредитование. Соответственно, стоимость должна быть такой, чтобы обеспечить возможность самостоятельно накапливать необходимый объем инвестиций. Что касается добычи нефти, то это вот тот случай, где классик английской литературы был совершенно прав. Для того, чтобы стоять на месте, нужно на самом деле быстро идти. Разрабатываются старые месторождения, по мере выработки объема добычи падают. Для того, чтобы добыча не снижалась, нужно постоянно вести геологоразведку, нужно постоянно готовиться к разработке новых месторождений. Оба процесса дорогостоящие, оба процесса требуют определенное время. Останавливаться нельзя. То есть ОПЕК и ОПЕК плюс интересует именно баланс цен, так, чтобы не отпугнуть потребителей, но и так, чтобы компаниям добывающим хватало на то, что необходимо инвестировать, чтобы поддерживать объем добычи.
Какие дальнейшие, ну, если говорить о том, что ждет Россию, если ОПЕК плюс повышает объем добычи, значит, и Россия сможет увеличить объем добычи. Для нашего бюджета это, разумеется, приятно. Если кто-то надеется, что в связи с этим цены на автозаправках пойдут вниз, не рассчитывайте. У нас внутренний рынок, выстроенный профессионалами Министерства финансов, не реагирует на подобного рода вещи. У нас все совершенно стабильно. На мой взгляд, то, что делает наше Министерство финансов, поддается четкому алгоритму. Если нефть дорожает, бензин дорожает, потому что выросла цена сырья, это понятно. Если нефть дешевеет, то бензин дорожает, потому что нефтяные компании не могут заработать на продаже нефти, надо хоть на чем-то зарабатывать. Если цена нефти абсолютно стабильна, бензин дорожает, потому что инфляция. Неплохой рынок, я думаю, что, ну, поскольку наша уважаемая Дума на прямые поручения президента навести порядок с налогообложением в нефтяной отрасли реагирует ускоренным голосованием за законопроекты, предлагаемые Министерством финансов, ну, значит, вот эту государственную мудрость не так просто понять. Вот президент не понимает, я не понимаю. Ну, ничего страшного. Главное, что Министерство финансов всегда право. Если оно не право, смотри пункт 1. Объем добычи увеличивается поступление от налога на добычу полезных ископаемых, увеличиваются все остальные налоги, кроме экспортного. Напомню, если кто-то вдруг забыл, с 1 января 2024 года Россия живет в условиях, когда экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты равна нулю. Завершился большой налоговый маневр. Учитывая значение, которое он имеет, я бы предложил его называть великим налоговым маневром. Последние вот несколько тысяч лет со времен фараонов действия правительства, действия руководства государства было достаточно однообразным. Великий фараон, у нас торговцы вынесли все зерно, раздали, распродали, в стране будет голод. Замечательно. Мой прекрасный визирь увеличил пошлину на вывоз пшеницы в 100 раз. Следующий заход, великий фараон, амбары полны, двери трескаются, стены ломаются, зерно прет через крышу. Снизь. Вот от этого инструмента мы отказались. Нам это не надо. Разумеется, я с этим не спорю, потому что, конечно же, я знаю, что в Министерстве финансов лучше понимают государственные интересы России, чем какой-то я. Правда, другие эксперты что-то не понимают. Ну, мы все это не понимаем. Ну, главное, что есть кому руководить. Но кроме решения ОПЕК+, состоялось еще несколько событий, может быть, не так попавших в сферу внимания, но нельзя о них не вспомнить. Мистер Трамп отозвал лицензию у компании «Шеврон» на право работы в Венесуэле. Выдана она была господином Байденом. Он точно так же, как и Трамп, не признает избрание Мадуро президентом, считает, что это нарушение каких-то там демократических прав человека и представителя сексуальных меньшинств одновременно. Но, тем не менее, дело тянется достаточно долго. В свое время было национализировано все американские компании на территории Венесуэлы. Лихое решение. Но, тем не менее, через какое-то время вынуждены были согласиться с тем, что компенсировать убытки каким-то образом надо. И лицензия, полученная «Шевроном», она была предназначена именно для этого. Нефть, добываемая в Венесуэле, должна была идти только на нефтеперерабатывающие заводы самих Соединенных Штатов, с тем, чтобы закончить вот эту процедуру компенсации. Мистер Трамп заявил, что не все деньги попадают в Соединенные Штаты, каким-то образом что-то там попадает еще и в бюджет Венесуэлы, это нехорошо. Но это политическая часть проблемы, а практическая связана с тем, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в Соединенных Штатах расположены на побережье Мексиканского залива, который велено называть американским, но я делать этого не хочу. Рассчитаны они были на то, что микст, в бленд, как говорят нефтяники, должна присутствовать тяжелая высокосернистая нефть.
Матушка природа распределилась так, что большинство месторождений на территории Северной Америки – это легкая, малосернистая нефть, но она не дает полного ассортимента нефтепродуктов, соответственно, нужно смешивать. Это было удобно, не просто так все это возникло. Битумозные пески Венесуэлы, вязкая высокосернистая нефть доставила на побережье, в качестве расчета получила нефтепродукты и убыл к себе в Венесуэлу за новой порцией нефти. Было удобно. Соответственно, именно по этой причине, я думаю, что Шеврону и было разрешено продолжать добычу нефти в Венесуэле. Сейчас Трамп из сугубо политических соображений от этого отказывается. Кроме того, с сегодняшнего дня, 5 марта 2025 года, введены дополнительные пошлины на нефть, поступающую в США из Канады, 10% сверху. В провинции Канада, в штате Канада, нет, в государстве Канада независимом раздается масса недовольных голосов. Кто-то перестал пить американские виски, кто-то, наоборот, пытается его выпить как можно больше, чтобы быстрее уничтожить. Там самые разные мнения. Раздаются возгласы о том, что надо ввести пошлины на поставки электроэнергии в северные штаты США, поступает из Онтарио. Еще какие-то, ну, максимум того, что может быть вот на уровне этой истерии, губернатор штата может заявить о том, что откажется поставлять нефть в Соединенные Штаты, чтобы штатам было плохо. Но это на самом деле маневр назло маме уши отморожу, потому что возможность самостоятельно реализовать свою тяжелую битумозную нефть у Канады просто отсутствует. У них даже те трубопроводы, нефтепроводы, которые действуют в самой Канаде, частично проходят через территорию США. Ну, так география распорядилась, так было возможность сократить протяженность маршрута, проходили, но вот попробую теперь сам себе запрети. И опять самый сложный вопрос, что поставлять-то, собственно говоря, нефтеналивных мощностей портов Канады не хватит на то, чтобы весь объем вывести хоть куда-то, тем более, что еще и покупателей надо найти. Это так быстро не делается. Но в том случае, если Трюдо пойдет на обострение отношений с Соединенными Штатами вот до такого уровня, это означает, что действительно у нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах возникнут сложности. Не будет поступать тяжелая среднистая нефть ни из Венесуэлы, ни из Канады. Ближайший сорт нефти, который подходит по качеству под канадскую и венесуэльскую, Iranian Heavy, но я не думаю, что здесь впереди большие перспективы. И как бы это смешно не звучало, но где-то на просторах огромной страны поднимает голову мазут М100 со словами «Вы про меня решили вспомнить?» Напоминаю, что до того, как 8 марта мистер Байден поздравил женщину с праздником, введя эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, что было реализовано 22 апреля. Байден человек старой формации, он все наши праздники помнит, и 8 марта, и день рождения Владимира Ильича Ленина, молодец. До этого момента поставки Россия была на третьем месте по объему поставок нефти и нефтепродуктов в США. При этом порядка 80% составлял именно мазут М100. Оборудование на нефтеперерабатывающих заводах США позволяет получать и бензины, и дизель, и из мазута. Высокосернистый мазут в России особым спросом не пользовался. Ну, у нас есть, конечно, 3 региона, которые вынуждены на мазутной генерации жить. Мурманская область, Карелия и Камчатка. Но такой объем нам не требовался. Мазут этот использовался как судовое топливо, но Международная морская организация повысила требования по содержанию серы. Если раньше было разрешено до 3,5% содержания серы, то сейчас норматив 0,7%. Вот уже более 5 лет. И это дополнительная проблема. Дополнительная проблема, потому что можно, конечно, довести содержание серы, снизить его до необходимого уровня, но для этого нужны деньги. Нужно их где-то зарабатывать. Как легко и приятно получать в России кредиты, мы все знаем. Это очень приятное такое занятие. Но какие-то вот такие неправильные нефтяники не очень хотят получать кредиты.
И здесь подворачиваются Соединенные Штаты, то есть тот товар, который никуда особо не годит, можно было продавать. Можно было ставить дополнительное оборудование для снижения содержания серы. То есть мы хорошо себя чувствовали, американцы себя хорошо чувствовали. А сейчас опять тот момент, когда Соединенные Штаты отрезали себя от венесуэльской нефти, отрезали от иранской нефти. Трамп опять заговорил о том, что нужно прекратить, добиться того, чтобы Иран не мог продавать свою нефть. Ну, а где же ты покупать-то будешь? Дальше, вот почему я об этом вспомнил в связи с новым решением ОПЕК+. Традиционно стоимость легкой и малосернистой нефти выше, чем тяжелой и сернистой нефти. Соответственно, страны ОПЕК+, подписав соглашение о сокращении объемов добычи, какую добычу прекращают? Разумеется, того, что дешевле. Потому что сокращение в баррелях, а прибыль, она все-таки в денежных единицах. Значит, то, что подешевле, то и перестаем добывать. Есть тяжелые сорта нефти в Саудовской Аравии, есть тяжелые сорта нефти у Ирака, ну и, разумеется, вот как раз это и было сокращено. Так что не исключено, что на мировом рынке может возникнуть парадоксальная ситуация, когда тяжелая нефть будет стоить дешевле, чем легкая. Вот будем наблюдать, что все это значит. Будем ждать новостей от вице-премьера нашего Александра Новака. Есть общее решение о подъеме уровня добычи в ОПЕК+. Как будут распределены квоты конкретно между странами, пока информация не поступала. Какой-то плюс появится и у нас. Для нас действительно полезно, с учетом всех санкций, потолков и прочего безобразия, ну и еще одного такого стихийного явления, как ставка Центробанка. Разумеется, нефтяным компаниям деньги нужны. Опять же, по той самой причине. Даже для того, чтобы стоять на месте, нужно быстро бежать. Будем смотреть. Пока рынок отреагировал падение стоимости фьючерсов с 72 до 70, потом немножечко отскочило до 70,5, пока вот на этом уровне замерло. Разумеется, влиять на это может многое, и действия мистера Трампа, и ситуация в китайской экономике. Будет ли расти спрос так, как рассчитал ОПЕК, или будет выше, или будет ниже. Многое зависит от того, как будет действовать Индия. Там автомобилизация продолжается. Были комплементарные кивки в сторону Соединенных Штатов, что мы готовы у вас закупать больше нефти. Это прекрасно. Но все, что может поставить Соединенные Штаты, это легкая, малосернистая нефть. Я не буду повторять тот же самый текст. Так что при входящих обстоятельств много, но я думаю, что где-нибудь к концу следующей недели будет уже более-менее понятно, какое оказалось ли решение ОПЕК+ правильным, тщательно выверенным. И стоит обратить внимание на то, что в комментарии к своему решению ОПЕК+ оставляет за собой право на очередной встрече пересмотреть нормативы по объемам добычи в том случае, если ситуация будет развиваться не так, как запланировано. В этом плане ОПЕК+ не забыл про соломку, все в порядке. В течение месяца, даже если цены опустятся ниже того уровня, который устраивает ОПЕК+, есть возможность тут же все скорректировать. Очень печально, на самом деле, что при всех удачно складывающихся для нас обстоятельствах потребители это никак не почувствуют, к сожалению. Так выстроен наш внутренний рынок, но это, наверное, тема отдельной передачи. Мы и с Александром Фроловым вместе неоднократно этого касались, и с Владимиром Булевым об этом рассуждали. Но если наши законотворцы, господа депутаты, считают, что именно так верно, то что мы можем сделать? Может быть, конечно, если бы была возможность, было бы приятно увидеть в студии депутатов, которые бы сумели объяснить нам эту государственную мудрость. Мы бы стали немножко умнее, а то вот мы какие-то глупые все. Ну, может быть, Вот такая наши ситуация. зрители напишут нам, что они думают по этому поводу в комментариях. Все может быть. А я со своей стороны напомню, что первая встреча представителей США и России, состоявшаяся в Эр-Рияде, оценивается по-разному. Политологи думают о своем. А я напоминаю, что в Эр-Рияде за одним столом на этой встрече присутствовали представители Саудовской Аравии, лидера блока ОПЕК, представители России. Если говорить о соглашении ОПЕК+, то Россия безусловно лидер вот этого плюсика.
И Соединенные Штаты, которые на день сегодняшний добывают 13,2 миллиона баррелей в сутки. С учетом состоявшегося решения о повышении уровня добычи, за одним столом сидели представители трех государств, которые втроем добывают более 55 миллионов баррелей нефти в сутки. Контрольный пакет мировой нефти. Но политологи нас уверяют, что именно эти люди обсуждали ситуацию на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Ну, Я куда охотно же в без это верю, этого? потому что Саудовская Аравия настолько интересуется ситуацией в бывшей Украинской ССР, наверное, так и было. Про нефть никто ни слова не сказал. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на нас везде, где вам удастся. Заглядывайте в наш телеграм-канал. Новости о проекте появляются прежде всего именно там. Всем всего доброго.